В этом видео вы узнаете о том, как познакомиться с мужчиной и как вообще найти мужчину для здоровья. Сексологи утверждают, что секс регулярный очень важен для женщины, а именно для ее здоровья, что когда у женщины регулярный секс, она дольше не входит в климакс, состояние климакса, не наступает дольше и меньше заболеваний, связанных с маткой. Это доказано научно, проводились эксперименты, секс действительно очень важен для здоровья. Поэтому идея-то хорошая, потому что если у женщины годами нет секса, это не очень хорошо. Но здесь ведь страшно. С одной стороны, хочется мужчину, чтобы здоровый быть, а если вступать в сексуальные отношения с кем попало, то можно наоборот лишиться этого здоровья. Что же делать? Очень просто. Во-первых, нужно найти постоянного партнера, не делать это действительно с кем попало, как попало, и не рисковать. Вы всегда можете вместе какие-то анализы сдать, проверить человека, быть уверены, что он только с вами встречается. Нужно найти, но здесь очень важно отделить понятие «я ищу мужа, который женится на мне, который будет меня обеспечивать, допустим, или возьмет моего ребенка», от того, что вы ищете сексуального партнера. Да, он тоже должен обладать определенными качествами, нравиться вам должен, возбуждать вас должен, быть верным вам должен, но не обязательно сразу грузить его всем. Как только вы сами для себя отделите это, вам станет легче привлечь такого человека к себе в жизнь. И второй момент важный, вы должны транслировать в мир, что вы готовы. Потому что если у вас есть такая задача, а вы будете ходить все время в водолазке, в каких-то нелепых штанах, как трениках, не накрашенная, без прически, то есть выглядеть не очень, и вот так еще закрыто все время, не смотреть на этих мужчин, то где вы тогда найдете мужчину? Точнее, мужчины-то есть, и на улице ходят, и могут знакомиться с вами, но они не пойдут к вам, потому что, во-первых, нужно быть привлекательной, максимально раскрыть свои возможности тела, свою внешность, подчеркнуть хорошие достоинства и спрятать недостатки. И второй момент, что нужно их не только подчеркнуть, показать, но еще и смотреть на мужчин. Если вам сложно найти мужчину, просто даже для здоровья, как говорят, а вы повспоминайте, вы когда их видите, вы смотрите на них открытым взглядом или вы убираете глаза? Вы телом транслируете, что вы в принципе готовы познакомиться, что с вами можно контактировать, что может быть какое-то продолжение. То есть проанализируйте ваш внешний вид и ваше поведение, ваше тело, ваши разговоры должны транслировать этот посыл. Здесь многие женщины в этот момент боятся быть вульгарными. Это вообще так стыдно, что я буду для здоровья с ним, и я как-то еще и показать это должна. Это же как-то, какой-то, это плохим словом называют, вы сейчас сами можете додумать, какое вам слово приходит на ум. Так поэтому и не находится, нужно принять, что это так. В этом нет ничего плохого, если вы взрослая женщина, вам уже можно, давно уже не те времена, когда секс был под запретом, то и показывать можно, что вы готовы с мужчиной познакомиться, что вы можете ему улыбаться, что с вами можно разговаривать, что вам можно сделать комплимент, и вы ответите на него, а не будете вот так вот делать, что да нет, это случайность, да нет, я некрасивая, то есть вы будете принимать мужское внимание, покажите им это. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их ниже в комментариях, я читаю ваши комментарии, отвечаю на вопросы. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, они очень важны, они помогают другим людям тоже увидеть это видео. До встречи, пока!